Безеркичей приветствую, остальным соболезную. Вот мы и дождались, 382 глава вышла. Как и всегда, подписчики моего ТГК заценили слив пораньше. Правда, в этот раз он был на испанском, а его первая версия и вовсе выглядела вот так. На момент записи этого ролика английской версии у меня не было. Благо нашлись умельцы и запилили перевод. Ручаться за его правильность не буду, однако в этой главе не так чтобы много слов. Да, в этот раз глава не богата на события. Создается впечатление, что они могли все события этого эпизода уместить в прошлую главу. Хватило бы пары страниц, но сейчас сами все увидите. Единственная просьба, досмотрите видос до конца, там будет кое-что интересное. Ну и жмакните лайк. Это тоже важно. Перед тем, как я напомню вам события прошлого выпуска, хочу обратить ваше внимание на то, что я наконец-то вернул на YouTube своего 12-часового Берсыча. Эта версия отличается от предыдущей. Переделанный черный мечник, озвученные адские псы, новая версия потерянных детей. Короче, если вы еще не видели, обязательно ознакомьтесь. Лучше, конечно, на бустере, поскольку цензура и авторские права серьезно потрепали мою работу. Пока вы видите ники замечательных людей, поясню, почему не стал заливать новую версию ВК. Все дело в том, что ВКонтакт помойка. Некогда годная соцсеть превратилась в перегруженное чудовище. Но это еще полбеды, ведь сверхразумы, что стоят у руля этого монстра, вместо того, чтобы развивать свой сервис, накручивают просмотры, покупают топовых блогеров и никак не помогают новичкам. ВК-видео исключительно мертвый продукт, которым пользуются бумеры, не сумевшие разобраться в способах обхода блокировок. И, кстати, сейчас активно греют наглые воришки, которые берут бесплатный контент из Ютуба и превращают его в платный для ВК-видео. Вы только вдумайтесь, существуют люди, которые платят пиратам за бесплатный контент. Неудивительно, что такое стало возможно именно в ВК. Очень жаль, что существуют такие люди, и грустно, что кто-то несет им деньги. Ладно, теперь давайте вспомним, что там было в прошлой серии. Демоническое вторжение было отброшено, однако погибло очень много людей. Гатса приводят к императору. Дайба убедил окружающих в том, что все произошло по его вине. Император решил, что такого человека нужно спрятать куда-нибудь подальше, запереть его на краю земли. Верховный колдун послушно исполняет его волю. Силат решил проследить за ними. Кушанские монахи ведут молчаливого мечника вперед. Они продолжают читать сутру. Исидора впечатлен. Как Гатс не спотыкается? Тут ведь так темно. Стоит отметить, что к мечнику представили вооруженных солдат. Видимо, несмотря на состояние Гатса, от него все еще ждут подвоха. Впрочем, Дайба сам представил здоровяка как демона. Неудивительно, что даже солдаты его побаиваются. Монахи не замолкают. Мечник будто бы одурманен. За всей процессией наблюдает Силат. Его верные телохранители предупреждают. Они находятся на священной земле. Только монахи могут посещать ее. Это запретное место. Может им вернуться? Но Силат отказывается. Он твердо намерен узнать, что же будет с мечником. Догнав группу, он слегка напугал Исидора. Увидев юного господина, малец выдохнул. Дайба, заметив Силата, не обрадовался. Что за времена настали? Бредут, не зная ни цели, ни пути. Назначенное место все ближе. Кажется, сюда уже давно никто не приходил. Исидора, осматривая окрестности, заметил десятки трупов. Непонятно, кто это. Монахи или жертвы какого-то колдовского ритуала. Местечко, мягко говоря, мрачноватое. Исидора увидел впереди нечто. Что же это? Забытая усыпальница святых, ответил Дайба. Могильная ступа. Для справки, в буддизме это погребальное или мемориальное сооружение, внутри которого заключены фрагменты мощей Будды, его учеников, последователей, а также предметы культа. Дайба подходит к ней ближе. Дотронувшись до корней, он начинает читать заклинания. Когда он закончил, корни расступились, и перед всеми показалась дверь. Силат внимательно посмотрел на нее, а затем приказал своим людям открыть дверь. Здоровяки в ту же секунду исполнили волю своего господина и приложили немало усилий, чтобы открыть ее. Внимание, вопрос, а что было бы, если бы Силат не пошел за ними? Ведь его никто не звал. Был ли у Дайбы план Б? Вряд ли горстка заклинателей и эти худосочные стражники справились бы с ней. Так или иначе, дверь открыта. Дайба командует. В эту же секунду несколько солдат пустили в ход копья, дабы заставить мечника двигаться вперед. Силат внимательно наблюдает. Что же будет делать мечник? Все ясно. Жалкий. Пусть камень станет ему вечной темницей. Гатс даже не пытается сопротивляться, послушно продвигаясь вперед. Исидора поверить не может. Неужели это все? Мечник почти внутри. Его путь лежит в мир иной. Остальные монахи продолжают читать.
Кажется, что внутри усыпальницы что-то есть. Пак внимательно следит за тем, что же будет дальше. Гатс остановился, а затем обернулся. Двери усыпальницы медленно закрываются. Эльф озадачен. Неужели Гатс просто смирится со своей смертью? Так, подождите, не расходимся. Да, глава по событиям звезд с неба не хватает. Но есть несколько моментов, о которых мне бы хотелось с вами поговорить. Откровенно говоря, глава слабая. По сути, нам вкинули несколько интересных фреймов и все. Да, спасибо, что лицо Гатса в кои-то веки выглядит нормально, но можно же было побольше информации вкинуть о том, куда Гатса ведут, зачем, ну или хотя бы побольше инфы об этом святилище. У меня сложилось впечатление, что ребята просто поленились и растянули всю эту проходку, дабы закончить том и приступать к следующему. Вспомните концовку 381 главы. Вот будто бы они уже тогда пришли к этому месту, и Гатс там удивился. Но потом нам зачем-то решили показать весь этот путь. Однако, в этой главе все-таки есть кое-что по-настоящему интересное. Вот только пока непонятно, этот фрейм ради чего был сделан. Тупо отсылка на Гриффита, или же это спойлер к грядущим событиям? Уже многие в фандоме обращают внимание на то, что путь Гриффита и Гатса очень похож. Оба в определенный момент своей жизни оказались сломленными. Оба сидели в тюрячке. Гриффита кошмарил король Мидланда. Гатса сюда отправил император Кушанской империи. Можно предположить, что в этой усыпальнице Гатса ждут серьезные испытания. А прикиньте, если там будет турецкий карлик. Извините. Вообще пытаться угадать дальнейший ход событий дело неблагодарное. Но мне кажется, что мечник более-менее начинает приходить в себя. Во всяком случае, в этой главе уже были фреймы, где Гатс выглядит намного лучше. Быть может, в следующей главе он даже попытается что-то сделать. Правда, непонятно, что его ждет в этой усыпальнице. И даже если он все-таки решит бороться, как он это будет делать без своего оружия. Скорее всего, мечника ждет какое-то психологическое испытание. Ну или путешествие в астральное измерение, зверь тьмы и все такое. Очень надеюсь, что, в отличие от Ястреба, Гатс таки сможет взять себя в руки и не допустить ту же ошибку. Если верить словам Дайбы, мечник отправился в мир иной. И кстати, судя по вот этим челикам, раньше кушаны довольно часто использовали это место для своих колдовских ритуалов. Вспомните башню, в которой пытали Гриффита. Есть что-то схожее, не находите? Если бы у этих челиков еще были бы метки жертв, было бы стопроцентное попадание. Дайба определенно что-то задумал. Вполне возможно, Старый посчитал, что в этом месте Гатс сможет наконец прийти в себя. Все-таки Ястреб уже скоро нагрянет, а у них против него ничего нет. Да, Силат уже списал воителя со счетов, но колдун так просто сдаваться не намерен. Хотя даже если допустить, что мечник придет в себя, что им делать с императором, который убежден, что Гатс притягивает несчастье? Как много вопросов и как долго ждать еще ответов. Пока непонятно, когда выходит следующая глава. В любом случае, все новости буду закидывать в свой телеграм-канал, ну или может быть даже снимать какие-то шортсы. Так что подписывайтесь, ребята. Буду рад, если вы напишите в комментариях свои мысли по поводу дальнейшего сюжета. Лично я надеюсь, что в ближайших главах больше времени уделят мечнику. Очень не хочется верить в то, что его запрут в этой ступе, и он просидит там до окончания арки. Ну а с вами все это время был Скерс. Спасибо за внимание. Чао. Пока.